мой дарлинг, с вами Симона, и мы с вами продолжаем и читать, и играть в нашу прекрасную, любимейшую визуальную новеллу Love Money Rock'n'Roll. Я надеюсь, от предыдущего шока вы уже как бы оправились, и мы уже с вами сможем как-то адекватно воспринимать то, что здесь происходит, хотя, скорее всего, нет. Ну, в общем, приступим. Что у нас тут, собственно, что было дальше? Кагаме в классе не оказалось, ее парта была пуста. Что же, ничего удивительного. Я вернулся к самому звонку и весь урок сидел как на иголках. Однако у меня появилась возможность все обдумать. А что, если и тут каким-то образом замешана корпорация? Но зачем Кобаяши Джуну убивать детей, которые ему точно никак не угрожали? Вот у парней такой же вопрос, видимо. На перемене ко мне тут же подскочил Кёски, а за ним подошел и Майкл. «Ник, я видел из окна, как ты говорил с Элисамой и Ивамурой. Решил, что лучше вам не мешать. И на том спасибо. Ты подозреваешь, что во всем виновата Ивамура?» Я страдальчески закатил глаза. Я тоже. И как, по-твоему, одна маленькая девочка завалила 8 человек, среди которых были и довольно крепкие парни? Но о чем тогда вы говорили? К тому же с Элисамой. Эли. При чем тут вообще она? Ник, ну ты же не станешь отрицать, что Асакура с Кавашимой были ее подругами? Его слова не вызывали ничего, кроме раздражения. Бывают такие болезненно педантичные люди, которым на роду написано замечать и исправлять любую неточность, особенно в словах собеседника. Это называется душнило. Посвящаю вас в терминологию, тут должна появиться такая плашечка душнило. Однако иногда голые факты – это совсем не то, что нужно в определенной ситуации. Куда важнее интонации, намеки, полутона, интуиция и в целом эмоции другого человека. Майкл же этого не понимал или сознательно игнорировал. Он просто сказал, что они были ее подругой. И это заставило их переживать. Почему ты с ней разговариваешь? Мы уже который раз за неделю начинаем этот разговор. Я со счету сбился. Но сейчас ведь люди погибли. Люди погибают каждый день. Только не говори, что тебе наплевать. Нет, но и накладывать на себя трауры не собираюсь. Я их почти не знал. Зато знала Ивамура. Но это Майкл сказал, поэтому он должен был это не так говорить, как я. Еще раз повторяю. В этот момент в класс вновь вошел директор и прямо с порога заявил: в нашей школе сейчас работают полицейские. Вас будут по очереди вызывать на допрос. Когда объявят вашу фамилию, просьба спокойно встать, не мешая вести урок, выйти из класса и явиться в мой кабинет. Капец, нас сейчас будут допрашивать, я не готова. Я не готова к допросу, я не понимаю даже, я виновата или нет. А вдруг никак он лунатик? А вдруг? Это все. И ушел. Допрос. Шушукались одноклассники. Допрос. Шушукались одноклассники. Мне стало не по себе, и я старался всеми силами не выдать свое волнение друзьям. Ник, ты как-то побледнел. Но шило в мешке не утаишь. Если тебя вызывают на допрос в полицию, естественно, что тебе будет не по себе. Если есть что скрывать. Да нет, это в принципе волнительное мероприятие. Меня допрашивали полицейские. И я не была ни в чем виновата. Но это все равно неприятно. Знаете ли? Ой, да пошли вы, вот именно. Все. Я скрестил руки на груди и отвернулся. Начался следующий урок, и с каждой секундой мое беспокойство нарастало. Да, мне есть что скрывать. Все-таки он лунатик. Хотя бы вчерашний разговор с Ивамурой у меня дома. Уверен, что для полиции на данном этапе она еще не является подозреваемой, а вот я, как ни старался, не мог придумать никого другого, кто лучше подходит на эту роль. В итоге, конечно, очередь дошла и до меня. Притом очень быстро моя фамилия находилась в самом начале списка учеников нашего класс. А почему?
Она латиницей, потому что написано, а все остальные написаны иероглифами. В кабинете директора оказалось двое полицейских. Тот, что помладше и повыше, очевидно, играл роль злого копа, а его напарник, пожилой, упитанный и круглолицый лейтенант, должен был стать добрым. Однако они оба... Нет. Однако на деле все оказалось немного не так, и они оба по очереди задавали мне вопросы без особого выражения и интереса. Словно лаборант опрашивает 100 какого-то по счету участника психологического эксперимента по влиянию продолжительности рабочего дня на производительность труда. Спрашивали в основном про Сакуру, ее отношения с одноклассниками, особо уточняли, были ли у нее враги. Я отвечал честно и сразу сказал, что мы никогда лично не общались, однако все время допроса я не знал, куда деть глаза, и в основном, почти не моргая, смотрел то на одного, то на другого полицейского. Руки внезапно стали весить в несколько раз больше. Пришлось аккуратно сложить их перед собой на столе и прилагать сознательные усилия, чтобы они не дергались. Затем затекла спина и ягодицы. Я неестественно выпрямился и застыл в такой позе. Однако следователи продолжали скучать и, казалось, вообще не обращали внимания на мое неестественное поведение. В начале беседы молодой еще делал какие-то пометки у себя в блокноте, но потом отложил его и с отсутствующим видом принялся изучать бонсай, стоящий на столе у директора. Странно, а как бы типа погибли-то вообще-то такие крутые там ребятка, да, и почему-то я заговорила на каком-то странном языке, но вы меня поняли, да, короче, непонятно, типа, неужели в полицию не занесли денежек, чтобы точно, очень тщательно произошло вот это вот все. Или наоборот, все-таки корпорация замешана, и в полицию занесли денег, чтобы расследование шло как бы спустя рукава, что называется. Вот и узнаем, вот и посмотрим. Когда попытка закончилась... Попытка не пытка, а тут как раз-таки пытка была. Когда пытка закончилась, я вышел из кабинета с некоторым облегчением, многоточие. Эти опять стоят, дежурят. После того, как на допросе побывали и Майкл с киоски, на очередной перемене мы вновь собрались около моей парты. Ну, это у нас стандартное наше место сбора. «Ну, рассказывай!» – нетерпеливо начал он, как будто мы обсуждали серию нового аниме. «Да чего рассказывать? Вам наверняка те же самые вопросы задавали». «И что ты ответил?» Что никогда не общался с Асакурой, что у нее вроде бы не было врагов, но я точно не уверен, что в целом отношения в классе у нас нормальные. Протянул киоски разочарованно. То есть ты думал, что меня допрашивали с особым пристрастием? Может, ты не только Ивамуру, но и меня подозреваешь? Я сказал это больше в шутку, но он почему-то заметно разволновался. Нет, Ник, что ты? Киоски — это действительно не детективный роман. Погибли реальные люди, и в реальной жизни полицейская работа куда сложнее. Да все я понимаю, обиделся он. Только вот, вам как будто совершенно неинтересно. А если это какой-то маньяк охотится на учеников нашей школы? То есть уже не Кагаме, ухмыльнулся я. Я попрошу папу разузнать подробности в полиции. Его отец был каким-то чиновником в муниципалитете, и я очень сомневалась, что ему достанет полномочий вмешиваться в ход полицейского расследования. Но вам ничего не расскажу, если вам не интересно. Какая жалость! С одной стороны, все эти порывы киоски выглядели откровенно глупо, но с другой, возможно, у него есть основания опасаться и за его жизнь. Нет, понятно, что версия с маньяком не выдерживала никакой критики, но кто-то ведь действительно убил за одну ночь 8 парней и девчонок, которые учились с нами в одной школе. Получается, есть причины считать, что за нами идет охота. Впрочем, на твоем месте я бы был поосторожнее. А что такое? Ну, ты же сам строишь теории, вот и подумай, что такое. Ник, не надо пугать киоски, серьезно. Я не пугаю, а просто предупреждаю. Вдруг они тоже были любителями дрянных детективчиков, но каким-то чудом раскопали нечто стоящее. Я с трудом мог представить, что Асакуру интересовало что-то кроме мальчиков, модных журналов, сплетен, тусовок и караоке. Ты серьезно считаешь, что? Нет, не серьезно! Блин, ты чё, киоски, соберись! Прервал я его. И давайте сегодня остановимся на этом. Но я все равно поговорю с папой. Ради бога. Пожалуйста, Упана.
Это что за неформалы в здании? Что происходит? Жарко стало даже. На перемене я решил сходить в столовую, но в коридоре столкнулся нос к носу с девочкой, нетерпеливо ерзавшей около двери в наш класс. «Ой!» – громко вскрикнула она и отскочила на метр. «Извини!» – проворчал я и уже собрался идти дальше, особенно виноватым я себя не чувствовал. «Подожди!» – робко произнесла она и уставилась на меня взглядом полным мольбы. «А Сакура-сан в твоем классе? Была в твоем классе?» Я тут же виновато опустила глаза. «Ну да, вы были знакомы?» «Да не то чтобы...» Я сразу подумала, а вдруг эта девочка может что-то рассказать об Асакуре с Кавашимой. «Как тебя зовут? Ты из какого класса?» «Я...» Вдруг заплакала она. «Ты чего? Мне и так в жизни хватает неадекватных девчонок». Какой-никакой такие девчонки. «Давай отойдем». Я бы с ним никуда не отходила, вот реально. Все люди, которые с ним отходили, они вон потом мертвенькими лежат. Странный человек. Я решительно взял ее под руку и отвел подальше. Вскоре мы оказались в старом школьном крыле. Ой, у меня опять эта повязка на ноге. Больно в ноге. Девочка вся сжалась и с опаской поглядывала на меня. «Что ты знаешь о произошедшем? Ты ведь знаешь, что их убили?» «Ну да, чего это я? Во дворе ведь была вся школа. Что тебя с ними связывало?» Она вдруг... А вдруг она тоже состояла в их компашке? «Прости, я не знаю, как тебя зовут». «Ничего». Совершенно не к месту улыбнулась девочка. Хотя нет, вряд ли. Скорее ее можно сравнить с Кагаме. «Тебе от них доставалось?» Она неопределенно повела головой, как будто высматривала что-то в дальнем конце коридора. Странная девочка. Подходящая цель для банды Асакуры. «Просто у меня есть подруга, знакомая, которая от них натерпелась. Если ты тоже, то это нам очень поможет. Только вот в чем? Она уж точно не тянет на убийцу». «Да я просто...» я путаюсь, это его была реплика. Что, типа, если ты натерпелась, то это ага, все, понятно. Чекнули, записали. Рассмеялась девочка, а потом вновь заплакала. Господи, что с ней не так? Я сначала даже не поверила в то, что сказал директор. Конечно, мы не были друзьями с Сакурой-сан, но я никогда не желала ей смерти. Наконец она взяла себя в руки и начала говорить осмысленно. Интересно, сколько еще детей в этой школе пострадали от травли? И почему я не замечала этого раньше? И почему эта девочка так легко согласилась пойти со мной в безлюдное место? Блин, очень странный этот Никакун. Ну она же все равно в школе еще. Ну что такого? Я тебе ничего не сделаю, ты не подумай. Я вижу, что ты не такой. Знаешь, когда ты так говоришь, я вздохнул и задумался, что я вообще делаю и зачем. Ты из класса Эли? Кабаяши-сан? Она утвердительно кивнула. Значит, ты больше знакома с Кавашимой. Кавашиму-сан тоже жалко. Жалко, ну да. Конечно, я не оправдывала эти убийства, но в мире каждую секунду гибнут люди, переживать за всех времени не хватит. А уже в данном случае, как ни крути, кто-то все-таки испытывает облегчение от того, что их не стало. Может, оно и к лучшему? К лучшему? Я имею в виду, что многие вздохнут свободнее без их постоянных нападок. Конечно, мне не всегда было легко с Кавашимой-сан и Асакурой-сан, неожиданно нахмурилась девочка. Но их ждала впереди вся жизнь. Возможно, в дальнейшем они бы изменились. Ну да, конечно. Я почувствовал себя пристыженным и постарался быстро сменить тему. Так все-таки, что ты хотела? Хотела? Ну, ты как будто кого-то искала в нашем классе. Да нет, я просто зашла. Да она ненормальна. Это мы должны были бояться с ней идти в безлюдное место. Собираем манатки свои никакунские и уходим отсюда нахрен. Это что за трэш вообще? Просто, значит? Я вздохнул. Как интересно получается. Типичные задиры выбирают себе типичных жертв. И все в природе, а следовательно и в социуме определяется какими-то простыми причинно-следственными связями, в основе которых лежит наследственность и воспитание. Простыми, вот только легче ли от этого Кагаме или этой странной девочке? Легче ли от этого мне?
Ты случайно не знакома с Ивамурой? Спросила я без особой причины. С кем? Ивамура Кагаме в моем классе, она... Но имею ли я право рассказывать о проблемах Кагаме, даже если эта девочка сталкивалась с чем-то похожим? Нет, я ее не знаю. Вот как. Почти что с облегчением выдохнул я. Ну ладно, тогда извини, что притащил тебя сюда. Я уже собирался уходить, но девочка остановила меня. А ты был с ними знаком? С кем? С Асакурой и Кавашимой? Ну, с Асакурой мы были в одном классе. Опять прозвучит странно, если я скажу, что не был знаком с собственной одноклассницей. Но на фоне этой девочки легко не казаться чересчур странным. Мы никогда особо не общались с ней, если ты об этом. Ясно. А почему спрашиваешь? Ну просто. Просто, значит. Да что у нее очень все, слишком даже как-то просто. Повторил я и застыл в полоборот, как будто ожидая от нее еще чего-то. Однако девочка молчала. Ну ладно тогда. Пока. Улыбнулась она и пошла вглубь старого крыла. Да, это призрак просто. Не первая несуществующая женщина, с которой мы разговариваем. Я еще некоторое время стоял на месте, обдумывая случившееся. Конечно, глупо подозревать эту странную девочку в том, что она расправилась с шайкой Асакуры и Кавашимы. Однако здесь, очевидно, достаточно людей, которые, если и не желали им смерти, не сильно расстроились из-за случившегося. Теоретически, если бы они все объединились... Нет, глупость какая-то. Я решительно встряхнул головой и направился назад в класс. Кто победит, десяток Ивамур или десяток Асакур? Какой ты балагур. Уроки закончились, и во дворе меня ждала Химицу. Здравствуйте. Никокун, я так волновалась. Что я засну в классе, уроню голову на карандаш и выкулю глаз? Ну, надулась она. Такое несчастье ведь случилось. Одна из погибших девочек же училась в твоем классе. Ну да, Сакура, ответил я, стараясь придать своему голосу как можно более безразличное выражение. Вы общались? Хотя, о чем это я? Конечно, Химицу была права, но замечание это меня все равно кольнуло. Как и с Майклом, иногда хочется, чтобы правда существовала отдельно от тебя, где-то в параллельной вселенной. Нет, мы не общались. А Сакура, она... Я медленно подбирал слова. Она из другого социального слоя. Вот как? Многоточие. Мы медленно шли в сторону дома. Химицу почти все время молчала. Я довольно быстро мне стало не по себе. Наши отношения в последнее время далеки от идеала, но сегодня она вообще напоминает скорее бывшую жену, которая вынуждена была приехать на похороны моих родителей и, соответственно, выражать какое-никакое сочувствие. «Это Асакура сделала?» – наконец спросила Химицу. «Что именно?» «Твоя дверь, стекло». «С чего ты взяла?» Я даже особенно не удивился ее проницательности. Просто предположила. Что если и так? Ты же не думаешь, что это я их убил? Она ничего не ответила. Не думаешь же? Начал волноваться я. Нет, конечно, Никокун, не думаю. Как-то неуверенно. Ну а что я еще могу сказать, когда ты от меня все скрываешь? Я ничего... Ладно... Если даже я чего-то не договариваю, то зачем сразу бросаться в крайности? Не каждый 18-летний подросток, у которого есть секреты, маньяк-убийца. Ты так не считаешь? Я уже не знаю, что думать, Никокун. Я прям вот его нечаянно все время Никокун называю. 10 минут назад Химицу казалась по-настоящему обеспокоенной, как та бывшая жена, а сейчас на ее лице застыло выражение ленивого безразличия. Словно мы разговариваем о каких-то совершенно не имеющих значения вещах, просто болтаем о повседневной жизни. И ты даже не спросишь, угрожает ли мне опасность? Я могла бы спросить, но заранее знаю, что ты ответишь. И что же? Все в порядке, солнце, не волнуйся, передразнила она меня. И ведь в каком-то плане Химицу права. Я бы действительно ответил что-то в этом роде. Я не имею в виду, что все в порядке в контексте нормально среднестатистического человека. Все в порядке в рамках моей жизни. То есть вариант нормальной жизни для себя ты даже не рассматриваешь. Нет, я не то хотел сказать. Блин, ты меня совсем запутала. Да ты сам запутался, какую-то хрень вообще несешь. Что значит все в порядке в рамках моей жизни? Все в порядке в рамках моей жизни, что за мной следит КГБ. Все в порядке в рамках моей жизни, что меня на ковер вызывает Кабаяши Джун. Все в порядке в рамках моей жизни, что моих одноклассников режут как свиней.
Мне кажется, это не в порядке вот в рамках никакой жизни, да, и ты ей откровенно врешь. Сам запутался, сам распутывайся, твои проблемы, всем насрать, все, до свидания. Вот, ты сам себя запутал, никакун, вот, молодец. Ну вот опять, 25, я тебе сказала. А что ты хочешь от меня услышать? Я уже много раз спрашивала, что происходит, а в ответ получаю одно и то же, потому что ничего не происходит. Нет, потому что ты придурок, отозвался я неуверенно. Вот видишь, именно об этом я и говорю. Хорошо, да, это Асакура со своей бандой расписала мне дверь и разбил стекло. Мы этого не знаем, даже ты этого не знаешь, ты этого не видел даже. По крайней мере, они особо не отпирались. Но почему, Никакун? Да что ты с ними не поделил? Наконец оживилась Химицу. Скажем так, я не стал терпеть несправедливость. Мне не хотелось в подробностях рассказывать про Кагаме, да это было и не нужно. Но я уверен, что их убийство никак с этим не связано. Несправедливость? Ты помнишь Ивамуру? Мы видели, как к ней приставали у школьных ворот пару недель назад. Ивамура-симпай, неопределенно повторила Химицу. Мне надоело смотреть, как ее травят. Странно, Никакун, что ты обратил внимание на кого-то, кроме себя. То есть ты считаешь, что я поступила неправильно? Нет, она считает, что ты гребаный эгоист, и для тебя это нетипично. Не в порядке в рамках твоей жизни. Окей, да, твоими терминами будем разговаривать. Я не знаю, Никакун, твоя ведь жизнь. Чего ты с ним путаешься, моя золотая? Объясни. Уходи, и все, не надо это. Зачем? Слушай, ну может хватит уже? Мы подошли к дому, и я резко остановился посреди дороги. Что хватит? Так себя вести, как будто тебе наплевать. С каких пор тебе интересно мое мнение? С таких! Всегда было интересно. Тогда ты очень тщательно это скрывал. Видимо, я сделал что-то, какое-то странное выражение лица, потому что Химицу вдруг засмеялась. Видел бы ты себя сейчас, Никакун. Однако, любая реакция лучше безразличия. Если ты мне все расскажешь, ничего не утаивая, то тебе самому станет легче. В этом я очень сомневался, но перспектива остаться в полном одиночестве пугала еще больше. Кагаме теперь подозревают в убийстве. Да кто? Кто? Один только ты и Кёски, и все, вы вдвоем, как эти, блин, эти Шеги и Скуби, блин. И пусть пока только Элли... Элли подозревает еще точно. Но за полицией дело не станет, в этом можно быть уверенным. От Кэтрин я сейчас еще дальше, чем когда она была на другом конце земли. Да, теперь у меня появилась своя музыкальная группа. Это не твоя музыкальная группа, на минуточку. Но что от нее толку, когда, выходя за дверь реп-базы, ты остаешься один? Мне нужно подумать. Ладно, подумай, я зайду вечером. Сейчас у меня еще дел много. Хорошо, спасибо. За что, Никакун? За то, что ты есть. Я его ненавижу, вы понимаете? Я его ненавижу. Это моя золотая Химицу. Это называется эмоциональные качели. Нам это не нужно, да? Договорились? Вечером не приходим никуда. Химицу загадочно улыбнулась. Многоточие. Потому что она меня не послушала ни хрена. И все-таки, как не вовремя Сакура с Кавашимой решили умереть. Мы прям решили прям. Когда уже, казалось бы, что-то начало налаживаться. Я ходил по дому взад-вперед, бесконечно прокручивая в голове сценарии того, что может случиться дальше. Если даже полиция заподозрит Кагаме, то у нее вполне может оказаться алиби. Почему я сразу не догадался об этом спросить? И если у нее действительно есть алиби, то все станет еще более запутанным. Неужели мне действительно проще верить в то, что убийца Кагаме? Ты чё, дурак? Чтобы как-то отвлечься от этих тяжелых мыслей, я взял бас и принялся разучивать новые партии. В шкафу нашелся старый самоучитель сольфеджио, с помощью которого удалось довольно быстро освоить азы. А их как раз хватало, чтобы понять казавшиеся китайской грамотой до этого ряды скрипичных ключей. Интересно, как непосильный в начале проигрыш в итоге становится чем-то простым и понятным с практикой.
Всего-то надо повторить его раз 100. Этот легкий труд музыкантов, да. День клонился к вечеру, пальцы болели, спина затекла от продолжительного сидения в одной и той же позе. Надо было сделать перерыв, но постоянно мешала назойливая отговорка. Вот сейчас еще разок сыграю и обязательно отдохну. Сейчас, знаете, будет такая, странная будет, да, это подробность моей жизни, можно сказать, интимная. Я почему-то никогда не могу нормально сходить в туалет, если я чем-то вот увлечена. Там, например, вот я если вышиваю крестиком, это пипец, это надолго. И я вот сижу, я уже прям понимаю, что надо уже, уже надо пойти, а я нет. Как в том меме. Я понимаю, что мне надо закрыть рот, а я ору. Вот, короче, я не знаю, что происходит. Вот у меня может затекать спина, короче, вот это вот все, но я никуда не пойду. Странно? Да, я считаю, да. Надо было сделать... Да, я уже это прочитала. Я бы наверняка довел себя до полного изнеможения, если бы не звонок в дверь. Это Химицу. Здравствуйте. Неожиданным гостем оказалась Элли. Спасибо тебе. Выпалил я прям с порога. За что? Если бы не ты, то я бы замучил себя до смерти игрой на басу. Вот как? Входи, пожалуйста. Элли заметно нервничала и даже не пыталась этого скрыть. Я вообще-то по делу пришла. А чё такое? А я уже надеялся, что соскучилась по мне. Попытался я глупо пошутить, но она явно была не в настроении. Это насчет твоей подруги. А чё ты краснела и улыбалась-то? Я уже что-то другое подумала вообще. Это насчет твоей подруги Ивамуры. Когда это мы успели подружиться? Со стороны похоже. Ну, знаешь ли. Скрестил я руки на груди и прошелся по кухне. Я уже говорил, у нее пропал отец, а я решил помочь. Ты каждой встречной помогаешь? Спросила она. Беззлобно. Но с каким-то особенным интересом. Только тем, кому нужна помощь. Буркнул я в ответ. Хорошо, вот мне нужна помощь, что скажешь? Моих друзей убили, и это сделала твоя подруга, знакомая, называй как хочешь. Я правда не думаю, что... Подожди, я не закончила. И если после речи директора еще могли оставаться какие-то сомнения, то ее реакция... А как бы ты реагировала на ее месте? Я не на ее месте, слава богу, и уже говорила об этом. Я не хочу ставить себя ни на чье место, мне и на своем проблем хватает. Хорошо, что ты предлагаешь? Надо, по крайней мере, сообщить полиции, сказала Элли, запинаясь. Видимо, конкретного плана действий у нее не было. Думаешь, они сами не поймут, что у Ивамура с своими друзьями были не лучшие отношения? Да, конечно, но... А тебя не допрашивали еще? Если ты только что в школе всех допрашивали, ты чё молчала? Или ты не молчала? Или чё? Они тебя спросили, у нее были враги? Ты говоришь, да, Ивамура. Ивамуру проверяют в этот момент сразу, после того, как ты это говоришь. Все. Чё за дилемма какая-то странная? Тем более, ты училась в одном классе с одной из погибших. Ничего не понимаю. Элли нахмурилась, словно это я был виноват в том, что она не придумала, как бы половчее упрятать Кагаме за решетку. Тогда надо поговорить с дедушкой, ему все рассказать. Вот уж это точно лишнее, особенно после того, как он велел мне приглядывать за Кагаме. Блин, кстати, да. Будет очень забавно, если она окажется убийцей, и этот такой Кобаяши Джун такой, ну Ник. Ну и оперный театр, ну и что такое? А чё ему надо было над ней дежурить сутками? Ой, господи. Ты же понимаешь, что твой дед не сторонник полумер, а если она не виновата, ты хочешь, чтобы невиновный страдал? Почему ты сразу предполагаешь, что дедушка сделает с ней что-то плохое? Да как-то ничего другого, честно говоря, в голову не приходит. Ляпнул я, но Элли не обратила внимания на мой тон. Я не могу просто ждать, а вдруг убийцу не найдут? Она подошла к столу, села и сложила руки перед собой. Давай позволим полицейским делать свою работу и давать правильные показания, какие ты считаешь нужным. Я понимаю, что не вправе давать тебе советы, ведь не моих друзей убили, но все же мне кажется, что надо сначала все обдумать, чтобы сгоряча не натворить глупостей. Мои слова не имели никакого смысла, я просто всеми силами пытался отвлечь ее от мыслей сдать Кагаме полиции или деду, неважно. Однако затем я попытался поставить себя на место Элли. Что бы я чувствовал, если бы убили Кёски и Майкла, а главный подозреваемый нагло ухмылялся мне прямо в лицо?
Кагаме словно напрашивалась на то, чтобы ее признали виновной, вне зависимости от того, виновата она на самом деле или нет. Как минимум у нас нет никаких доказательств. А вот это уж точно дело полиции. То есть ты допускаешь, что они вполне способны самостоятельно, без чьей-либо помощи, найти орудие убийства, снять отпечатки пальцев, выяснить мотив, спросила я полушутя. Мотив тут ясен, как божий день. А вот я бы не спешил. Взаимная неприязнь, издевательство – это понятно. Возможно, я бы даже не удивился, если бы Кагаме плеснула в лицо Асакури кислотой. Да, кстати. Бывали же такие случаи в школах. И чё только вообще не вытворили. И подкидывали в еду. Ой! Кошмар. Вообще такой чушь какую-то вытворяют вообще люди. Ну, 8 человек, Элли, 8. Неужели ты действительно веришь, что Кагаме могла одна? А вдруг ей помогали? Кто? Дед? Ему лет 100 на вид. Почем я знаю? Огрызнулась она и отвернулась. Я не хотел продолжать этот разговор. Попытаюсь дольше спорить с ней. И могу нарваться на реакцию избалованного ребенка, желание поступить наперекор. Поддерживать же ее обвинение Кагаме я не мог. По многим причинам. Оставалась софистика и словесные уловки. Давай допустим, что ты права. Кагаме убивает вечером в воскресенье 8 человек, а утром в понедельник, как ни в чем не бывало, идет в школу, так? Она же ненормальная. Ну, тут я, конечно, соглашусь. Уверен, что не обижу ее, если скажу, что у Кагаме действительно есть проблемы в социальной сфере, но ты сейчас говоришь о психопатии. Кажется, она тебе буйной психопаткой. Ну... Нет, я не знаю. Психопаты, они же могут притворяться нормальными людьми. Эти, как их, социофобы. Социопаты? Ну, социопаты, какая разница? Кагаме, конечно, во многом противилась сложившемуся общественному устройству, но именно потому, что понимала его и вынуждена была подстраиваться. Так что и эта гипотеза мимо. Социопатов часто характеризует случайный выбор жертв. «Ну что ты от меня хочешь?» – взмолилась Элли. «Я сюда пришла, чтобы ты меня пожалел, а не чтобы выслушивать лекцию по судебной психиатрии. Правда?» Во многих отношениях мой опыт общения с девушками был ограничен. Да, Химицу и Кэтрин мало походили друг на друга, но их всего 2, не 2, а 2. Про девочек не говорят 2. А вот Кагаме, тем более Элли... Я совсем не хотел, чтобы ты подумала, что я... Да расслабься, я пошутила. Да вы задолбали все шутить, иносказательно выражать свои мысли. Вот это вот все. Давайте нормально разговаривать уже словами через рот. Тут из прихожей донесся голос Химицы. Я так и знала, что эти две встречи наложатся друг на друга. Никукун, ты не один? Черт, а ведь она действительно обещала зайти вечером. Что, уже вечер? Никукун... Я посмотрел на Элли и виновато улыбнулся. «Никукун!» Однако появление Химицу ее как будто совсем не смутило. «Извини, я не знала, что у тебя гости. Кабаяши-сэмпай!» Химицу опустила голову и как будто сразу уменьшилась в размерах. «Ты же моя птичка такая маленькая, я не могу!» Вот эта чрезмерная вежливость выглядела глупо, даже комично. «Не буду мешать!» Она развернулась, но Элли остановила ее. «Нет, это я пойду!» «Извините!» Буквально прокричала Химицу и убежала. «Что это с ней?» «Много всего. С чего бы начать?» «Это твоя...» Начала она, но я тут же замахал руками, не дав ей продолжить. «Нет, мы просто друзья. Друзья детства. 10 лет живем друг напротив друга, ну и вот...» «Ну и что вот?» Она что-то нахмурилась, ей не нравится. Сделала Элли такой вид, как будто допрашивает меня. Ну и все. Ладно, я рада. Чему рада? Вот, чему? Что у тебя есть и нормальные друзья. Нормальные, это которые перед тобой делают вот так, да. Ой, извините, и убегают. Это вот такие, да, друзья нужны, да? Окей, все понятно. Это нормальные друзья. От этих слов я почувствовал себя неловко. Химицу мне почти как семья. На самом деле сейчас, после смерти родителей, у меня и нет никого ближе. А что с ними случилось? Погибли в автокатастрофе. Мне очень жаль. Давно? 1,5 года назад. И ты все время вот так? Один? Ну да, я уже привык. Прости, не стоило мне всего этого говорить.
Она вскочила со стула. «Да нет, все в порядке, серьезно. В любом случае, теперь мне кажется, что ты прав. Я не буду пока ничего рассказывать дедушке. И на том спасибо. А ты не забывай, что у нас в среду репетиция». «Репетиция? Я думал, тебе нужно какое-то время, чтобы, ты понимаешь». Элли задумалась, как будто ее спросили о чем-то неожиданном, а затем вдруг мило улыбнулась. «Я тоже привыкла». Только утром рассказали. «Счастливо», многоточие. Привыкла к чему? Мне все это не нравится. Сегодня больше не оставалось сил ни на что, и уже в 11 вечера я спал крепким сном и встречал потом новый день. А именно это у нас 22 сентября 1987 года. Новый день начался для меня непривычно рано. Я встал с твердым желанием сегодня обязательно выяснить, почему Кагаме себя так ведет. В этом желании смешались и страх за собственную безопасность после просьбы Кобаяши Джуна следить за ней, и обеспокоенность за судьбу самой Кагаме, и подозрения, разгоревшиеся с новой силой после разговора с Элли. Неужели я действительно подозреваю Ивамуру? Если откинуть все невероятные гипотезы, то оставшаяся, сколь бы невероятной она ни была, окажется правдивой. Однако человеческие отношения подчиняются скорее законам квантовой механики, явления неотделимо от наблюдателя. Да. И если представить, что Кагаме действительно, в голову упорно лез образ Чарльза Мэнсона и его неуместное сравнение с Ивамурой вызывало лишь улыбку, пусть и кощунственную. Я очень долго умывался и в итоге решил принять душ. Так долго умывался, что аж вспотел. Приготовил на завтрак несколько бутербродов с сыром. Почему японцы не едят бутерброды? В натуре. Помню, в детстве они были моей основной едой как на завтрак, так и на ужин. Конечно, сэндвичи бывают разнообразные в плане начинки, но советская кухня прекрасна своей простотой. Кусок белого хлеба со сливочным маслом и сахаром может стать прекрасной заменой печенью. Черный хлеб, которого тут днем с огнем не сыщешь, с подсолнечным маслом и солью – отличная закуска. Сушки, баранки, бублики, хлеб всему голова. Блин, реально так баранок захотелось. Чё вы творяете? Где я во Вьетнаме баранки найду? Было еще довольно рано, но работяги уже спешили по своим делам. Отчего-то сегодня прохожие казались мне необычайно приветливыми. Конечно, они не могли знать о том, что буквально вчера были зверски убиты 8 ни в чем не повинных школьников. Однако наверняка это не рекорд для ежедневной криминальной статистики Токио. Я не владел точными цифрами, но что толку? Статистика знает все о жизни популяции, но ровно ничего о жизни конкретного человека. В школу я пришел одним из первых. Сидеть в пустом классе было непривычно, и в какой-то момент к горлу подступила непонятная тревога. Это лиминальные пространства называется. В голове сами собой начали прокручиваться один за другим десятки совершенно невероятных сценариев. Вот 2 вчерашних детективов обвиняют меня в этих убийствах. Вот дверь высаживает вооруженный отряд Кобаяши Корпорейшн и расстреливает всех. На землю падает метеорит, точнёхонько на нашу школу. Когда в класс начали подтягиваться первые зевающие школьники, мне стало спокойнее, и я даже завел с некоторыми разговор ни о чем, хотя я редко общаюсь с кем-то, кроме Кёски и Майкла. Кагаме появилась перед самым звонком. Внешне она совершенно не была похожа на родственницу Чарльза Мэнсона. Многоточие. На перемене я уверенно подошел к ней и решительно заявил: «Нам надо поговорить». «Давай». Она пожала плечами и встала. Конечно, на крышу. А если она реально психанутая, она сейчас скинет нас с крыши, и все. Выйдя на крышу, мы попали в холодные объятия осеннего ветра. Чем ближе октябрь, тем здесь становилось все более некомфортно находиться без верхней одежды. Ты знаешь, что я хочу сказать? Знаю. Ну и что? Она выглядела откровенно незаинтересованной. Мне кажется, что ты сама хочешь, чтобы тебя обвинили в этих убийствах. Если она уже все решила, то какое значение имеют мои желания? Спокойно ответила Кагаме, как будто речь шла о какой-то безделице. Кто она? Элли?
Ты правда считаешь, что она лично контролирует Кобаяши Корпорейшн, полицию, может, всю Японию сразу? Не она, так ее дед. Подожди, кажется, я начал понимать. Ты думаешь, что тебя подставили? А ты так не думаешь? Мне кажется, по крайней мере, что убивать для этого 8 человек перебор, хватило бы и одного. Зато 8 убедительней, ни хрена не убедительней. Маленькая девочка убила 8 человек, это как раз вообще не убедительно. Вот какой-нибудь там, что-нибудь по неосторожности одна там валялась бы где-нибудь на тротуаре. Вот это, да. И кому, по-твоему, это понадобилось? Тебе виднее. А я-то тут при чем? Ну, ты ведь общался с ее дедом. Потому что вызывали меня одного. Тебя, как помнишь, не пригласили. Конечно, я же девочка, усмехнулась Кагаме. Да господи, хоть боевой вертолет. Уверен, у него были на то свои причины. К тому же, я тебе в подробностях передал наш разговор. Я думаю, он ее не звал, потому что он знает, где ее отец. Ну, он просто не захотел с ней общаться, вот и все. Зачем? Можно же пустить пыль в глаза, типа, вот, я такой весь открытый, пожалуйста, пожалуйста, но не с тобой, нет. Нет. Да только сначала соврал. Но потом уже все-таки сказал правду. Она лишь хмыкнула в ответ и отвернулась. Может, ты и правда веришь в то, что говоришь? Только вот мне от этого не легче. Не легче тебе только от твоих собственных действий. Могла бы сразу решительно все отрицать. Да? И что бы это дало? Оскалилась она. В чем именно ты меня обвиняешь? Ты знаешь обстоятельства убийств? Где они произошли? Каким оружием убиты жертвы? Ты что-то знаешь, помимо того, что вчера сказал директор? Нет, промямлил я и тут же почувствовал себя виноватым. Но ты хотя бы могла сказать, что у тебя есть алиби? На какое именно время? Если все случилось ночью, а это наверняка так, то я спала в своей комнате, одна. Подтвердить это может только дедушка, но он... Ты его видел? И все равно... Теперь я лучше понимала, о чем она думает. Мне кажется, ты перегибаешь палку. Я не знаю, это какой-то фатализм или что-то еще, но нельзя же на самом деле считать, что от тебя ничего не зависит. Тогда, может, дашь совет? Разозлилась Кагаме. Да, не провоцируй Элли. Ты же сам говоришь, что она ничего не решает. Сразу вспомнилась ее вчерашняя угроза все рассказать деду. Может, и не решает, но жизнь Кагаме она в состоянии серьезно осложнить. Просто не надо. Ты не в том положении, чтобы... Чтобы что? Ничего. Этот разговор начинал конкретно выводить меня из себя. То есть ты не намерена меня слушать? Ладно, неохотно согласилась она. Я буду молчать. Только это все равно ничего не изменит. Вот увидишь. Береженого Бог бережет. Реально какой-то фатализм непонятный. Она какая-то самоубийца. Вот просто она запустила какую-то бомбу замедленного действия и просто ждет, когда ее прихлопнет. Мы вернулись в класс, и несколько уроков прошли без происшествий. Слава тебе, Господи. На большой перемене я отправился на обед в столовую вместе с Майклом и Кёски. Там было непривычно много свободных мест, и даже те школьники, что стояли в очереди за едой или сидели за столами, выглядели так, словно пришли на похороны, а не просто пообедать. Вам не кажется, что атмосфера какая-то тяжелая? Неудивительно. Майк хочет сказать, что для нашей школы это ужасающая трагедия. То-то мы не знали, фыркнул я без особого раздражения. Зато я сейчас расскажу вам то, чего вы точно не знали. Кёски откинулся на спинку стула и победоносно посмотрел на нас, явно ожидая, если не аплодисментов, то уж точно восторженных расспросов. Что вам совершенно не интересно? Рассказывай уже. Я поговорил с папой и узнал подробности убийств. Неужели? Вот сейчас я действительно удивился. Мне всегда казалось, что его отец просто мелкий клерк. Я знаю, что ты всегда в меня верил, но... Кёски, ну хватит, уже это не игра. Ладно. Разочарованно вздохнул он и продолжил. Их всех убили на заброшенном складе. Он назвал район. Точнее, застрелили. Многоточие. И я мог как угодно про себя склеить ту... про себя клеймить ту шайку, но что им ночью делать в воскресный день? Ночью в воскресный день. На каком-то заброшенном складе на отшибе города. Как-никак они были мажорами, а не наркоманами со стажем. Это одно другому вообще не мешает. И застрелены. Значит, Кагаме точно ни при чем. Ты уверен? Ну, не станешь же меня обманывать мой собственный отец. Всяко бывает.
«Не станет», — повторил я и внимательнее присмотрелся к нему. Кёски был не дурак приврать, но сейчас все-таки речь не об аниме. «А ты что думаешь?» — обратился я к Майклу. «Пока не знаю, недостаточно фактов. Выскажи предположение. Мои предположения не помогут раскрыть убийство. Мы не пытаемся ничего раскрывать». «Ну почему же? А по-моему, это очень интересно. Люди погибли, Кёски, это не детективный роман». «Я это прекрасно понимаю, но их уже не вернуть, однако их убийцы должны понести заслуженное наказание», произнес он тоном Киямы-сенсея. «Этим займется полиция». «Полиция, полиция», – ворчал он. «Вот я недавно одну мангу читал, и тут же спохватился, покраснел, замолчал и сосредоточился на своем удоне. Ну, это же просто лапшичка. Один из видов лапши из пшеничной муки. Прекрасно. А вот мне кажется очень странным, что 8 школьников из благополучных семей внезапно оказались ночью на каком-то заброшенном складе. Как думаешь, Майкл? Пожалуй, и правда странно. Он реагировал так, как будто мы обсуждали какое-то скучное телешоу. Значит, на то была причина. Или их туда привезли. Я, кстати, тоже почему-то подумала, что привезли. Чтобы убить, возможно. Значит, один человек бы никак не смог этого сделать. А кто говорит, что убийца был один? Да никто, я просто рассуждаю вслух. Ладно, пацаны, у меня возникли дела большой важности, так что я вас оставлю. Кёски глупо захихикал, а Майкл и бровью не повел. Многоточие. Майкл это вообще сушеный какой-то. Надо было поговорить с Элли. Конечно, все эти подробности и даже больше она могла сама узнать от деда, но что-то подсказывало мне, что он не станет лишний раз расстраивать внучку. Не заходя к ней в класс, я сразу направился в старое крыло школы. Вот она торчит. «Привет!» Элли сидела за роялем и скучала, смотря в окно. «Ник, привет!» — отозвалась она без выражения. «Чего грустишь?» «Да так». «Ладно, понимаю, у меня есть новости». «Какие?» «Я узнала от одноклассника, что твоих друзей убили всех вместе ночью в воскресенье на старом заброшенном складе на окраине города, застрелили». «Но это невозможно! Что им там делать?» Вот и я сразу об этом же подумал. Твоему однокласснику можно верить? Но у него нет причин врать. Он мог что-то перепутать. Да, конечно, такое возможно, но я хочу все увидеть своими глазами. Ты знаешь точный адрес? Элли смотрела на меня грозно, с холодной решимостью во взгляде. Чем-то она сейчас неуловимо напоминала Кобаяши Джуна, и от этого становилась не по себе. Ну да, когда девчонка, которая потенциально тебе нравится, напоминает деда, это да, странно. «Ну, я знаю, в каком районе, но, значит, сегодня вечером поедем туда. Ты уверен, что это хорошая идея? Там, скорее всего, все опечатано, ребятка». Да почему Что сегодня у меня с падежами, с вот этими родами, склонениями, окончаниями? Что происходит? «Если это правда, то я должна все увидеть своими глазами. Там наверняка полиция, нас не пустят. Если там полиция, то тогда хотя бы станет ясно, что твой одноклассник не врет». Кажется, Элли не переубедишь. Наверное, вообще не стоило ей рассказывать об этом. А как на это отреагирует твой дедушка? Мне плевать. Я спрашивала у него, что на самом деле произошло, но он ничего не ответил. Может, он защищает мои чувства или еще что, но я уже не ребенок. Он не может всю жизнь меня держать на привязи. Это, конечно, так, я согласен, но... Если не хочешь, я поеду одна. Сознательно или нет, но Элли прибегла к самой правильной уловке – сократить выбор до 2 вариантов, один из которых заведомо неприемлемый. «Ладно, поедем вместе, но если что, я предупреждал». «Отлично, тогда я сегодня зайду к тебе вечером, часов в 10. За моим домом наверняка следят, так что это плохой вариант. Давай лучше встретимся на станции». «Почему? Ты чего-то боишься? Просто так будет быстрее». Она, похоже, не поверила, но спорить не стала. «Ладно, тогда в 10 у станции. И не опаздывай, а то уеду без тебя». Многоточие. Какой-то трэш. Учебный день закончился без происшествий. Без происшествий. В порядке, в рамках жизни никакуна, да. У ворот не ждала Химицу, а дом встретил меня привычным молчанием. Затея Элли все еще казалась глупой, но не обязательно опасной. Там наверняка работает полиция, так что, скорее всего, нас просто не подпустят к месту преступления. Бояться нечего. Тогда почему страшно?
Однако при каждой мысли о предстоящей поездке меня охватывал внутренний трепет. Что-то было не так, какое-то неуловимое отклонение в стройной модели мироздания, угрожающее моему существованию. Как отец Кёски вообще смог узнать подробности преступления? Почему на самом деле убили этих несчастных? С каждым разом вопросов становилось все больше. И даже то, что Кагаме теперь не главная подозреваемая, не грело мне душу. Потому что тогда подозревать можно было кого угодно. Ирину и Кобаяши Джуна, конечно, не упрекнешь в нерешительности, но до сей поры они ограничивались разговорами. А потом сразу 8 человек, и если это предостережение, то его и слепой заметит. С другой стороны, я не могу повсюду видеть заговор против себя. Есть немалый шанс, что эти убийства, если и не случайны, то никак не связаны ни с Кагаме, ни с Кобаяши, ни со мной. Впрочем, верилось в это с трудом. Человек эволюционно запрограммирован видеть везде совпадения. Если ночью рядом шевелятся кусты, то там обязательно притаился дикий зверь. Палка в траве может оказаться змеей. Гром с небес символизирует гнев богов. Лучше перестраховаться и выстроить совершенно нереальные причинно-следственные связи, дабы остаться в живых, а более рациональные, но мертвые Homo sapiens свои гены потомству не передают. Да, кто-то тоже смотрел топлес. Уже в 9:30 я нервно переминался с ноги на ногу около станции, то и дело поглядывая на часы. К вечеру заметно похолодало. Осень мягко, но все настойчивее спроваживала лето на покой. По дороге я то и дело оглядывался, пытаясь обнаружить слежку, но ничего не заметил. Интересно, как отреагирует Ирина, если узнает, господи, реально, куда я собираюсь сегодня поехать и с кем? Элли пришла ровно в 10. Я узнала точное место. Начала она сходу вместо приветствия. Попросила дворецкого помочь. Он сначала отпирался, но когда я сказала, что мне и так почти все известно, у него выбора не осталось. Ловко ты. А то. Она улыбнулась, явно гордясь собой. Однако на самом деле поводов для радости у нас было мало. Многоточие. Всю дорогу Элли выглядела какой-то скованной, смотря в одну точку. И это тот же самый район, где Кагаме живет. Мы вышли на станции в портовом районе Токио, и я тут же полной грудью вдохнул непривычно свежий воздух. Ты никогда не ездила на метро, что ли? Конечно, ездила, вот еще, обиделась Элли. Ну а что тогда? Что? У тебя был такой вид, как будто ты едешь на экзамен, к которому совершенно не готова. Да, представь себе, не каждый день приходится посещать места убийств. Я же говорил, что это плохая идея. Поздно, отмахнулась она и огляделась. Если верить моему дворецкому, то нам сюда, многоточие. Промышленный район ночью оказался куда страшнее, чем я мог предположить. Бесконечные ряды одинаковых складов напоминали в темноте окаменевших исполинских мастодонтов. Они стояли безмолвно, но все еще внушали уважение к былому величию, пусть и давно забытому. Ты можешь не знать, чему именно посвящен монумент, но один его вид все равно будет вызывать трепет. Вокруг не было ни души, и это пугало даже больше, чем потенциальная близость преступников. Казалось, что ты остался один на всей планете, и если бы не Элли рядом... Похоже, мы пришли. Она остановилась возле одной из построек, на вид точно такой же, как все остальные. Ты уверена, они все одинаковые? Ну да, сам посмотри. Действительно, на ворот была наклеена полицейская лента. Пожалуй, ты права. Только вот где полиция? Так они не круглосуточно работают же там, они же приходят, они там все вот это делают, потом опечатывают и уходят. Что им там дежурить теперь вечно? Здесь были только мы. Мне стало уже конкретно не по себе. Ну вот, ты все видела, пойдем? Что, испугался? Недобро. Или из-за накатившего испуга я просто все принимал на свой счет, ухмыльнулась Элли. А ты нет? Инстинкт самосохранения, знаешь ли. Но ведь тут никого. Она достала из кармана фонарь и посветила на ворота. Видишь? Дай сюда. Мне вдруг стало невыносимо стыдно за свою ускользающую маскулинность. И я выхватил фонарь у нее из рук. Мы несколько раз обошли строение, но больше не заметили ничего интересного. Значит, их убили внутри. Ты же хотела убедиться, что все произошло именно здесь. Ну вот, убедилась. Думаю, лишние подробности сейчас ни к чему. Элли, уже собиравшаяся было идти дальше, помедлила. Но мы же не найдем там... Наверное, нет, но...
Конечно, тела давно увезли, однако пятна крови вполне могли остаться. Я с трудом представлял себе, что бывает, когда в человека стреляют в реальной жизни. В кино иногда можно было увидеть буквально литры крови, разливающиеся в разные стороны от легкого ранения. Однако какие-то следы все же должны были остаться. В Японии запрещено владение огнестрельным оружием, так что, скорее всего, их застрелили из обычного револьвера, а не изрешетили из автомата. Ник? Да, прости, я задумался. Может быть, ты и прав, нам не следует. Вдруг в свете фонаря мелькнула чья-то тень. Закричала Элли и бросилась ко мне. Впрочем, я и сам в тот момент больше всего хотел оказаться где-нибудь в другом месте. Кто здесь? Голос дрожал, и тут из сумрака вышел человек. Ник! Элли впилась в мою руку ногтями так сильно, что я чуть не закричал. Надо было бежать, но меня настолько сковал ужас, что ноги не слушались. Да успокойтесь вы! Голос показался знакомым. Нифига я ее озвучила. Успокойтесь вы. И вот на свет вышла Кагаме. Ты что тут делаешь? Вмиг стало легче дышать, словно лопнул тугой ремень, перетягивавший грудь. Полагаю, то же, что и вы. Пришла посмотреть на место преступления. Охренеть, у вас там досуг в Токио. А заняться больше детям нечем? Но как? Проследить за тобой было несложно. Проследить? И что же Ивамура до вечера караулила около моего дома, а потом незаметно следовала за мной со станции, села в поезд? Нет, это бред какой-то. Откуда она вообще узнала, что я сегодня вечером куда-то собираюсь? Ты врешь! Закричала Элли, наконец придя в себя. Может и так. Невозмутимо пожала плечами Кагаме. Только сама подумай, зачем мне возвращаться на место убийства? Да еще и показываться вам. Потому что ты ненормальная. Да, а вы все нормальные, вы втроем ночью на месте преступления. Вы все ок, да? Нет. Это уже слишком. Чего ты добиваешься? Чего я добиваюсь? Она сделала вид, что задумалась, но тут же усмехнулась. А какая разница? Что бы я ни сказала, она никогда мне не поверит. Теперь не поверишь и ты. Ивамура упорно рыла себе могилу все глубже и глубже, игнорируя всякую логику и здравый смысл. «Ник, пойдем отсюда, мне страшно!» – зашептала Элли, но я не обратила на нее внимания, все еще силясь понять, что же на самом деле происходит. «Ты можешь объяснить свои действия? Может, мне просто нравится издеваться над вами?» «Ну ладно. Вы хотели посмотреть на место преступления, я тоже хотела. Мне же нужно понимать, в чем меня обвиняют». В ночной тишине голос Кагаме звучал неестественно. Ой, извините. Как голос злодея из черно-белого кино. «Ник!» Элли дергала меня за рукав. Я не понимал, что здесь делает Кагаме. Не понимал, чего она добивается. Но у нее наверняка были какие-то причины так себя вести. «Как ты вообще здесь оказалась? Я же говорила. Не верю. Не следила ты за мной, я бы заметил. Ну, думай, как считаешь нужным. Еще раз повторюсь. Доказывать я вам ничего не собираюсь. Знаешь, ладно, дело твое. Я сделал все, что мог». Элли продолжала дрожать всем телом, и мне понадобилось приложить некоторые усилия, чтобы увести ее прочь от проклятого склада и спятившей Ивамуры. До станции мы дошли, не сказав друг другу ни слова. Последний поезд довез нас до центра города. Ты успеешь домой? Ничего, мне тут недалеко, а ты... Я сейчас позвоню, меня заберут на машине. Что скажет дедушка? Да плевать мне. За последний час Элли ни разу не улыбнулась, и из ее взгляда пропал привычный огонек. Ну ладно тогда. Я собирался уходить, не знаю, что еще сказать после всего случившегося. «Посиди со мной немного», – тихо попросила она и опустилась на лавочку. Я сел рядом. Элли выглядела усталой. Просто смотрела на офис Kobayashi Corporation. «Ты же бывал там?» «Приходилось. Я всегда считала, что это ужасное место. Тонны стали, бетона и стекла. Все оно какое-то неживое, многоточие. Как будто металлическое чудище из какой-нибудь детской сказки». Она слабо улыбнулась, но тут же опустила голову. «Ты считаешь меня глупой?» «Нет, совсем нет. С чего ты взяла?» Можно было бы подумать, что Элли, немного отойдя от шока, начнет, на чем свет стоит, ругать Кагаме, но сейчас она выглядела так, как будто сама виновата в случившемся. «Потому что ты говорил, что не стоит туда ехать, а я тебя не послушала». Вот это неправильно, конечно, было, да. «Ну да, говорила, однако, знаешь, теперь мне кажется, что все это не зря». «В смысле? Я никак не ожидал встретить там Ивамуру». «Ну, пусть лучше так.
То есть ты тоже считаешь, что она убийца? Я уже и не знаю, что считать. Поднялся ветер, и Элли поежилась. Я тут же встал, снял куртку и накинул на плечи девочки. Спасибо. Я думал, ты для приличия посопротивляешься. Дают, бери, бьют, беги. Ни хрена себе, тебя где научили-то, мать? Ты чё? Спокойно ответила она и закуталась поплотнее. Слова настоящей леди, вот и я тоже думаю. Элли засмеялась, но почти сразу подняла на меня свои большие глаза и спросила серьезно. Что мне делать дальше? Ты спрашиваешь, стоит ли тебе все рассказать дедушке? Она кивнула в ответ. Пару часов назад я бы сказал, что не стоит, но сейчас уже не уверен. Дальше защищать Ивамуру после всего, что она натворила? Кто она мне? Мать, сестра, жена? Я по очереди хрустел костяшками пальцев, Эль заметила это и ударила меня по рукам, и хрустнули ли еще костяшки. Они завтра тебе еще понадобятся на репетиции. Точно, репетиция. Только не говори, что забыл. Нет, просто совсем из головы вылетело. Да, может, сейчас для нее и не самое подходящее время. Элли грустно улыбнулась и вновь опустила голову, словно была в чем-то виновата. А мне казалось, что пасовать перед трудностями не твой стиль. На самом деле, мне сейчас самому было совершенно не до музыки, но желание как-то подбодрить ее все же пересилило. Ты правда так считаешь? Однозначно. Ну ладно тогда. Элли встала. В ее глазах вновь загорелись знакомые искорки. И не опаздывай. Так точно. Отсалютовал я на прощание. Многоточие. Отсалютую я и вам, и я вам. Потому что уже закончилось у нас время. Ну, это пипец, конечно. Да, я считаю, надо к родителям внимательнее следить за своими детьми, потому что это трындец, когда они ночью ходят на всякие заброшки, на которых еще и людей убивают. Очень странный досуг для школьников, а главное, они такие все на КГМ, а главное, ты ненормальная, а вы нормальные вообще собрались. Просто логика понятна всем. Ну, слушайте, интересненько так заворачивается сюжет. Мне, в принципе, меня устраивает. Я буду так говорить. Не то, что мне нравится. Меня устраивает. Как это все вам? Естественно, как всегда, пишите в комментариях. Они открыты, доступны. Все прекрасно, все читаю. Очень интересно, как всегда, ваше мнение. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.